Похороны прошли быстро и почти незаметно, словно чужая короткая история, к которой Лидия не имела отношения. Людей было немного, несколько соседей, дальняя родственница, которую она едва узнала, да пара старых знакомых мужа. Все говорили тихо, сдержанно, будто боялись нарушить что-то важное, но при этом спешили поскорее уйти. Когда крышку гроба опустили, Лидия не заплакала. Слезы будто застряли где-то внутри, превратившись в тяжелый ком, который не давал ни вздохнуть, ни подумать ясно. Она просто стояла, сжимая в руках край платка, и смотрела на землю, которая скрывала человека, с которым прошла почти вся ее жизнь. Дорога домой показалась бесконечной. Под ногами хрустал снег или, может быть, гравий, Лидия не обращала внимания. В голове была странная пустота, в которой не было ни мыслей, ни воспоминаний, только редкие вспышки. Его голос, его смех, его привычка поправлять очки, когда он нервничал. Эти обрывки появлялись внезапно и также внезапно исчезали, оставляя после себя еще большую тишину. Квартира встретила ее глухим молчанием. Обычно он включал свет в прихожей раньше, чем она успевала снять пальто, а теперь лампа оставалась погашенной. Лидия медленно разделась, повесила пальто, поставила обувь на привычное место. Все так, как делала сотни раз. Только теперь каждое движение казалось лишённым смысла. Она прошла в комнату и остановилась на пороге, будто боялась сделать шаг. Там все было по-прежнему. Его кресло у окна, аккуратно сложенная газета на столике, очки, оставленные на подлокотнике. Она подошла ближе и осторожно коснулась ткани кресла, словно надеялась почувствовать тепло. Но ткань была холодной. Лидия села рядом, медленно, будто боялась, что что-то разрушится от резкого движения. Взгляд ее скользнул по комнате и остановился на календаре. Она не сразу поняла, что именно привлекло ее внимание. Только спустя несколько секунд осознала — дата. Сегодня был ее день рождения. 80 лет. Цифра показалась ей чужой, как будто речь шла не о ней. Раньше в этот день он всегда вставал раньше нее, тихо уходил на кухню и возвращался с чаем и чем-нибудь сладким. Он любил говорить, что каждый год — это еще одна причина радоваться, что они все еще вместе. Лидия закрыла глаза, пытаясь вспомнить его голос, но вместо этого почувствовала, как внутри поднимается усталость. Она заставила себя встать и пойти на кухню. Движения были медленными, почти механическими. Она достала из шкафа старую скатерть, ту самую, которую они использовали по праздникам, и аккуратно постелила ее на стол. Затем поставила 2 чашки, 2 тарелки, даже нож положила так, как он любил. Все это происходило как будто само собой, по привычке, которую невозможно было остановить. Лишь когда она села и посмотрела на стол, до нее дошло, что вторая тарелка останется пустой. Лидия медленно протянула руку и убрала ее, стараясь не смотреть на освободившееся место. В квартире снова стало тихо, настолько, что было слышно, как тикают часы на стене. Она опустила взгляд в чашку с чаем. Лидия долго сидела за столом, не притрагиваясь к чаю. Пар над чашкой постепенно исчез, оставляя поверхность неподвижной и тусклой, как и все вокруг. Она машинально обхватила ладонями фарфор, надеясь почувствовать хоть какое-то тепло, но даже это ощущение казалось чужим. В голове не было ясных мыслей, только тяжелое, вязкое состояние, в котором время будто перестало существовать. Она подняла взгляд на стену, где висели старые фотографии. Там были они вдвоем, молодые, улыбающиеся, еще не знавшие, сколько всего им предстоит пережить. Лидия прищурилась, стараясь разглядеть детали. Вот он стоит рядом, чуть наклонившись к ней, будто защищая от всего мира. Вот они на даче, смеются над чем-то простым и понятным только им. Эти снимки когда-то согревали ее, а теперь причиняли почти физическую боль. Казалось несправедливым, что все это осталось только на бумаге. Она медленно встала и подошла ближе. Пальцы дрогнули, когда она коснулась рамки. Стекло было прохладным, и это ощущение почему-то особенно остро напомнило ей о реальности. «Почему так тихо?» — подумала она, и тут же поняла, что этот вопрос лишён смысла. Тишина стала ее новой постоянной спутницей. Лидия вернулась к столу и попыталась сделать глоток чая. Напиток уже остыл и казался безвкусным. Она поморщилась и поставила чашку обратно. Раньше он всегда добавлял ей немного сахара, даже когда она говорила, что не хочет. Так вкуснее. Говорил он с легкой улыбкой. Она вдруг поймала себя на том, что ждет, будто он сейчас появится из другой комнаты и скажет что-нибудь привычное, простое. Но ничего не произошло.
Мысли начали медленно возвращаться, и вместе с ними пришло осознание пустоты. Лидия посмотрела на часы, стрелки двигались, но это не приносило облегчения. «Зачем теперь все это?» — пронеслось в голове. Раньше каждый день был связан с чем-то. Приготовить завтрак, поговорить, обсудить новости, просто посидеть рядом. Теперь же даже утро казалось лишним. Она попыталась вспомнить, звонил ли кто-нибудь сегодня. Кажется, нет. Или, может быть, она просто не услышала. Но телефон лежал рядом, молчаливый и безжизненный. Лидия взяла его в руки, посмотрела на экран и снова отложила. Ей вдруг стало ясно, что никто не придет и не позвонит. Эта мысль не вызвала слез, только усталость. В квартире стало еще тише, если это вообще было возможно. Лидия прислушалась к этому молчанию, как будто в нем мог скрываться какой-то ответ. И вдруг резкий отчетливый звук — стук в дверь. Она вздрогнула так, что чуть не уронила чашку. Сердце забилось быстрее, нарушая привычный ритм. Сначала она решила, что это случайность, может быть, кто-то ошибся этажом или просто шум в подъезде. Но через несколько секунд стук повторился, на этот раз чуть настойчивее. Лидия замерла, не решаясь пошевелиться. Внутри поднялось странное чувство, смесь тревоги и чего-то почти забытого, похожего на ожидание. Она не ждала гостей, никто не предупреждал о визите. И все же этот звук будто пробудил в ней что-то живое. Стук раздался снова. Лидия стояла в коридоре, не сводя взгляда с двери, словно та могла сама дать ответ на ее немой вопрос. Стук больше не повторялся, но его отголосок все еще звучал внутри нее, заставляя сердце биться быстрее. Она не помнила, когда в последний раз кто-то приходил к ней без предупреждения. В их доме все всегда было заранее оговорено, продумано, привычно. А сейчас неизвестность, от которой становилось не по себе. Она медленно подошла ближе, почти на цыпочках, будто боялась спугнуть того, кто стоял по ту сторону. Рука поднялась к замку, но замерла в воздухе. «А если это ошибка?» — мелькнула мысль. Или хуже, если это кто-то чужой, кому нельзя открывать. В ее возрасте осторожность давно стала второй натурой. Но вместе с этим в груди теплилось что-то еще, слабое, почти забытое чувство, похожее на надежду. Лидия наклонилась чуть вперед, стараясь уловить хоть какой-то звук за дверью. Там было тихо. Ни шагов, ни разговоров, ни шороха. Только ее собственное дыхание, неровное и сбивчивое. Она провела рукой по волосам, пытаясь привести мысли в порядок, но они путались еще больше. Время будто растянулось, каждая секунда становилась тяжелой и ощутимой. Наконец она решилась. Медленно повернула замок, затем еще один. Металлический щелчок прозвучал неожиданно громко, как будто нарушил что-то хрупкое. Лидия осторожно потянула дверь на себя, оставляя узкую щель. Сначала она увидела только силуэт, высокий, неподвижный. Свет из подъезда падал неравномерно, скрывая лицо человека. Она открыла дверь чуть шире. На пороге стоял мужчина лет 40, может, чуть больше. Он выглядел растерянным, будто сам не был до конца уверен, правильно ли поступает. В руках он держал небольшой торт в простой коробке и букет полевых цветов, не праздничных, а скорее теплых, живых, словно собранных с особым смыслом. Его взгляд встретился с ее, и на мгновение оба замолчали. Лидия почувствовала, как в ней поднимается волна недоумения. Она внимательно всматривалась в его лицо, пытаясь найти знакомые черты, но не находила. Этот человек был ей чужим, и все же в его взгляде было что-то мягкое, почти осторожное, что не вызывало страха. «Вы Лидия Сергеевна?» — тихо спросил он, будто боялся ошибиться. Его голос прозвучал спокойно, без спешки, и в нем не было ни навязчивости, ни давления. Лидия кивнула не сразу, словно ей потребовалось время, чтобы осознать сам вопрос. Она чуть крепче сжала край двери, оставаясь на пороге, не приглашая и не отталкивая. «Да», — ответила она наконец, и ее голос показался ей чужим, ослабевшим. Мужчина облегченно выдохнул, как будто подтвердилось что-то важное. «Простите, что так неожиданно», — добавил он, слегка приподняв коробку с тортом, словно это могло объяснить его появление. «Я не знал, как иначе». Лидия молчала. Она все еще не понимала, кто он и зачем пришел, но уже чувствовала, как прежняя пустота начинает понемногу отступать, уступая место чему-то новому, осторожному, хрупкому, но живому. Лидия продолжала стоять на пороге, не решаясь ни закрыть дверь, ни распахнуть ее шире. Мужчина, словно чувствуя ее сомнения, не делал ни шага вперед. Он держался спокойно, почти скованно, как человек, который пришел не вовремя, но не мог не прийти вовсе.
«Меня зовут Алексей», — тихо сказал он, опуская взгляд на секунду, будто собираясь с мыслями. «Вы меня не знаете, но я знал вашего мужа». Имя прозвучало просто, без лишнего веса, но в этих словах было что-то, что заставило Лидию внимательнее всмотреться в его лицо. Она невольно напряглась, пытаясь вспомнить, не встречался ли ей этот человек раньше. Однако память молчала. «Простите», — добавил он, — «я понимаю, как это выглядит. Просто я узнал недавно». «О чем? Спросила Лидия, и в ее голосе впервые появилась осторожная твердость. «О том, что его не стало. И о сегодняшнем дне». Он чуть поднял коробку с тортом и букет, словно подтверждая свои слова. Лидия перевела взгляд на цветы, простые, полевые, такие, какие ее муж иногда приносил без повода, просто так. От этого внутри что-то болезненно сжалось. «Мы с ним познакомились много лет назад», — продолжил Алексей, делая паузу после каждого слова. «Я тогда был в очень тяжелом положении, честно говоря, почти безвыходном». Он неловко усмехнулся, но в этой усмешке не было легкости, только воспоминания о чем то далеком и непростом. У меня не было ни работы, ни денег, ни поддержки, и я даже не помню, почему именно он тогда остановился поговорить со мной. Для него это, наверное, было чем-то обычным, а для меня — нет. Лидия слушала, не перебивая. Ее пальцы все еще держались за край двери, но хватка стала мягче. «Он помог мне», — сказал Алексей чуть тише. «Не просто словами. Он дал мне шанс. Нашел работу через знакомых, поддержал, когда я уже почти сдался, и никогда не ждал ничего взамен». Он поднял взгляд, и теперь в его глазах была явная искренность, без тени сомнения. Я пытался потом его найти, поблагодарить, но жизнь закрутилась. Я думал, что еще успею. А потом стало поздно. В коридоре повисла тишина. Лидия почувствовала, как внутри поднимается что-то теплое и одновременно болезненное. Она прожила с мужем десятки лет, но даже не подозревала о многих таких поступках. Он никогда не рассказывал о них, не считал нужным. «Я случайно узнал о нем, продолжил Алексей, «через старые записи, через людей, и увидел дату — ваш день рождения». Он сделал небольшой шаг вперед, но все еще оставался за порогом. Я не мог просто остаться в стороне. Простите, если это неуместно. Лидия долго смотрела на него, словно пыталась сопоставить его слова с тем образом мужа, который знала. И вдруг ей стало ясно, этот человек не принес с собой ни жалости, ни пустых слов. Он принес часть жизни ее мужа, о которой она не знала. Ее рука медленно отпустила дверь. «Проходите», — тихо сказала она, отступая в сторону. И в этом простом жесте было больше, чем просто приглашение. Это было первое за долгое время. Согласие впустить в свою жизнь кого-то еще. Алексей вошел осторожно, будто боялся нарушить хрупкий порядок этой квартиры. Он замедлил шаг у порога, огляделся и тихо закрыл за собой дверь. Лидия заметила, как он на секунду задержал взгляд на вешалке с аккуратно повешенным пальто ее мужа, и в его глазах мелькнуло понимание, не любопытство, а уважение к чужой утрате. «Проходите на кухню», — сказала она негромко, сама удивляясь тому, как легко произнесла эти слова. Он кивнул и последовал за ней. Когда они вошли, Алексей на мгновение остановился у стола. Его взгляд скользнул по скатерти, по двум чашкам, по пустому месту, где недавно стояла вторая тарелка. Он ничего не сказал, но Лидия почувствовала, что он все понял. «Можно?» — спросил он, приподнимая коробку с тортом. Она слегка кивнула. Он поставил ее на стол аккуратно, почти торжественно, словно это был не просто торт, а нечто большее. Затем протянул ей букет. «С днем рождения», — добавил он тише. Лидия взяла цветы. Ее пальцы на мгновение коснулись его руки. Этот короткий, почти незаметный контакт оказался неожиданно теплым. Она поднесла букет ближе, вдохнула легкий запах трав и полевых цветов, простой, но живой. В груди что-то дрогнуло. «Спасибо», — сказала она, и голос ее стал мягче. Она нашла вазу, налила воды и поставила цветы на стол. Комната словно немного изменилась. В ней появилось движение, цвет, дыхание. Алексей тем временем открыл коробку. Достал нож, не спрашивая лишнего, но делая все аккуратно, с уважением к пространству. «Он часто рассказывал вам о таких вещах?» — вдруг спросила Лидия, садясь напротив. Алексей покачал головой. «Нет, почти ничего. Я сам не сразу понял, какой он человек. Он никогда не делал из этого чего-то особенного». Лидия тихо усмехнулась, но в этой усмешке была и грусть, и удивление. «Да, это на него похоже».
Они замолчали на мгновение. Алексей разрезал торт и поставил перед ней кусок, затем налил чай, словно делал это уже не впервые. Его движения были спокойными, уверенными, и в них не было неловкости. «Знаете», — начал он, чуть помедлив, «однажды он сказал мне, что человек не должен оставаться один, если рядом можно просто посидеть». Лидия подняла на него взгляд. Эти слова прозвучали так, будто она уже слышала их раньше, только не могла вспомнить, когда. «Он сказал это, когда мне было хуже всего», — продолжил Алексей, и просто сидел рядом, без вопросов, без советов. В груди у Лидии стало тесно. Она вдруг поняла, что сейчас происходит почти то же самое. «Я не знала», — тихо сказала она. «Он не говорил», — ответил Алексей. «Но это не значит, что этого не было». Они начали говорить, сначала осторожно, с паузами, словно проверяя, можно ли доверять этому разговору, но постепенно слова становились свободнее. Алексей вспоминал случаи, которые казались ему важными, рассказывал о том, как именно ее муж помог ему, как поддерживал, как однажды просто дал ему понять, что тот не потерян для жизни. Лидия слушала, иногда задавала короткие вопросы, иногда просто молчала, и с каждой историей вечер незаметно опустился на город, и свет за окном стал мягче, размывая очертания домов и деревьев. На кухне горела теплая лампа, под которой стол казался почти уютным, не праздничным, но живым. Лидия сидела, слегка опершись на спинку стула, и слушала, как Алексей заканчивает очередную историю. Его голос звучал спокойно, без лишних эмоций, но в каждом слове чувствовалась благодарность, которую он так долго носил в себе. Она поймала себя на том, что уже не следит за временем. Часы на стене продолжали тихо тикать, но больше не раздражали своей монотонностью. Напротив, этот звук словно возвращал ощущение порядка, в котором снова появилось место для чего-то, кроме пустоты. «Он умел слушать», — сказал Алексей, задумчиво глядя в чашку. «Это редкое качество, особенно тогда, когда человек сам не понимает, что с ним происходит». Лидия медленно кивнула. Теперь эти слова отзывались в ней иначе, глубже. Она вспоминала, как часто принимала это за нечто само собой разумеющееся, его терпение, его внимание к мелочам, его способность быть рядом без лишних слов. «Я, наверное, не всегда это ценила», — тихо призналась она. Алексей поднял на нее взгляд и слегка покачал головой. «Вы прожили с ним жизнь. Это больше, чем любые слова». Она не ответила, но в ее взгляде появилась благодарность не только к Алексею, но и к самой этой встрече, которая будто расставила что-то внутри по местам. Они еще немного посидели молча. Это молчание уже не было тяжелым. Оно стало спокойным, почти теплым, как будто между ними установилось негласное понимание. Затем Алексей аккуратно отодвинул чашку и чуть подался вперед. «Мне, наверное, пора», — сказал он неуверенно, словно не хотел торопиться. Лидия почувствовала легкое сжатие в груди, не страх одиночества, как раньше, а не желание снова остаться в полной тишине. Но теперь это чувство не было безнадежным. Она встала вместе с ним и проводила его в коридор. Он надел куртку, на секунду задержался, словно собираясь сказать что-то важное. «Если вы не против, я мог бы иногда заходить», — произнес он. «Просто так, посидеть, поговорить». Лидия посмотрела на него внимательно. В его словах не было жалости или обязанности, только искреннее желание быть рядом. «Я буду рада», — ответила она без колебаний. Он кивнул, и в его лице появилось облегчение. Затем открыл дверь, но перед тем, как выйти, обернулся. «Вы не одна», — тихо добавил он. Дверь закрылась мягко, почти беззвучно. Лидия осталась стоять в коридоре, прислушиваясь к удаляющимся шагам. Раньше эта тишина обрушилась бы на нее тяжелой волной. Теперь же она ощущалась иначе, в ней появилась глубина, в которой не было прежней пустоты. Она вернулась на кухню. На столе все еще стояли 2 чашки. Лидия на мгновение замерла, глядя на них, а затем медленно подошла и не стала убирать вторую. Вместо этого она аккуратно поправила ее, словно оставляя место. Взгляд ее скользнул к букету. Полевые цветы стояли в вазе, чуть склоняясь к свету лампы, и в этом простом движении было что-то